2023 год уже подходит к концу, биткоин торгуется выше 40 тысяч долларов, а это значит, что все, кто покупали его 1 января, заработали больше 150% чистой прибыли. Да, друзья, 2023 год заканчивается на положительной ноте и уже является одним из самых лучших за всю историю, ведь годовая доходность в 2023 в 2 раза больше, чем в 2021, когда биткоин пробил исторический максимум. В этом году было много положительных событий, благодаря которым биткоину удалось вырасти выше 44 тысяч долларов, хотя после того, как в 2022 биткоин потерял более 70% своей стоимости, даже самые жесткие холдеры начали задумываться о том, что биткоин никогда не вернется на прежнее значение. Но банковский кризис в начале 2023-го, а также ETF-заявки от самых больших инвестиционных компаний этим летом дали о себе знать. Отношение к биткоину ко всему рынку криптовалют в этом году полностью изменилось, потому что большие фонды наконец-то увидели перспективы, которые может предложить крипта. И поверьте, отношение к криптовалюте уже не будет прежним, особенно после одобрения ETF в следующем году, а также после большого количества событий, которые нас ожидают в 2024. Вот поэтому сегодня в ролике мы для вас собрали все эти события, за которыми нужно следить на протяжении следующего года, ведь именно от них будет зависеть, пробьет ли биткоин новый исторический максимум или нет. Сегодня мы, конечно же, поговорим о ETF, халвинге биткоина, масштабном обновлении эфира, процентной ставке ФРС, а также затронем вопросы регулирования. Это большое видео является прогнозом на 2024, поэтому без шуток берите блокнот и ручку, чтобы не упустить ни одну важную дату. Также я подведу итоги года, сделаю прогноз на биткоин и рынок альтов. А поскольку за этот год мы проделали большую работу, сняли для вас очень много видео и всегда разбирали только самые важные новости, нам было бы приятно, если вы сделаете нам новогодний подарок и поставите этому видео 1000 лайков. Для нас очень важна ваша поддержка, ведь только благодаря вам мы делали наши ролики качественными и выпускали их гораздо чаще. Поэтому заранее вам спасибо, всех с наступающим, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, несмотря на то, что данное видео последнее в этом году, мы все равно 24/7 продолжаем оставаться на связи в нашем Telegram, где мы целый год публиковали для вас только самую важную информацию, а также актуальные новости. И учитывая, каким насыщенным будет следующий год, вам обязательно стоит подписаться на наш Telegram, чтобы первыми оставаться в курсе всех событий на крипторынке. А те, кто подпишется прямо сейчас, сразу получат вот этот список, в котором мы собрали важные даты января. Поэтому переходите, подписывайтесь, и уже с первых дней Нового года вы ничего не пропустите. Но прежде чем озвучить прогнозы на 2024, первое, что нам нужно сделать, это подвести итоги 2023. Ведь так мы сможем понять, насколько увеличилась капитализация крипторынка, какие монеты выросли больше всего, а также кто сможет стать лидером роста в следующем году. Начиная с 1 января общая капитализация рынка выросла на 120%, до уровня 1 триллиона 600 миллиардов долларов. Это означает, что рынок вернулся к тем значениям, которые были до краха Terra Luna в 2022 году. Конечно, это не сравнится с булраном 2021, но учитывая, какие были условия на рынке в 2023, особенно в начале года, мы без каких-либо сомнений можем сказать, что прошедший год был одним из самых лучших за всю историю. Ведь если мы посмотрим на годовую доходность биткоина, мы увидим, что за 2023 год только третий квартал был закрыт в минус 11%. По сравнению с 2022 годом, когда каждый квартал был убыточным, это очень хороший результат. И я вам скажу больше, ведь даже за 2021 год, когда биткоин пробил исторический максимум, его годовая доходность составила всего 70%, что в 2 раза меньше, чем в 2023. Но если мы возьмем альты, то у них все наоборот. Например, эфир в 2021 году зафиксировал 450% роста, а вот уже в 2023 только 90%. Таким образом, нетрудно догадаться, что в этом году все делали ставку именно на биткоин, который продемонстрировал 2 фазы роста. Эти фазы можно разделить примерно на 6 месяцев, и если взять первое полугодие, то рост биткоина обеспечили банкротство крупнейших банков США, которых не было со времен кризиса 2008 года. Да, на фоне высоких процентных ставок ФРС в марте обанкротилось 2 крупнейших банка, в том числе и SFB, а также в мае ушел на дно First Republic Bank, причем их капитализация превышала 100 миллиардов долларов, а клиенты выводили по 10 миллиардов долларов в сутки. Ну, конечно, хранить такие деньги у себя под матрасом никто не хотел, вот поэтому на помощь пришло золото, а также рискованные активы, такие как акции и криптовалюта, ведь они получили очень хороший приток ликвидности. Таким образом, цена на золото пробила исторический максимум, индекс S&P 500 зафиксировал более 15% роста, а вот биткоин пробил
Психологически важный уровень $30 тысяч. И как вы видите, даже в условиях банковского кризиса можно получать профит, если правильно управлять своими инвестициями. Хотя если мы подведем итоги работы ФРС за этот год, то вряд ли в следующем году банки США снова начнут банкротиться, ведь инфляция упала в 2 раза, с 5,5 до 3,1%, из-за чего Джером Пауэлл повышал процентную ставку всего 3 раза за год, а в последние 4 месяца вообще оставил ее на старом уровне. Для биткоина это сыграло только на пользу, особенно в середине декабря, когда Пауэлл сказал, что ФРС больше не собирается повышать ставки. Но в 2023 году биткоин вряд ли бы смог вырасти выше 40 тысяч, если бы не одно очень важное событие, и я, конечно же, имею в виду ETF. Без каких-либо преувеличений ETF полностью перевернул эту игру, ведь в июне мы впервые услышали, как глава самой большой инвестиционной компании в мире BlackRock с активами на сумму $9 триллионов заявил, что их клиенты хотят инвестировать в биткоин. И за последние 6 месяцев в каждом нашем ролике я говорил, что биткоин будет расти. Советовал вам его покупать и накапливать, потому что на рынок приходит все больше и больше институциональных инвесторов, которые готовы скупать цифровое золото на миллионы долларов. После BlackRock многие другие компании просто закидали SEC этими ETF-заявками, из-за чего сейчас Гэри Генслер рассматривает 12 спотовых ETF на биткоин. За последние полгода все, что обсуждали на рынке, это ETF. За это время было опубликовано тысячи различных статей в интернете. Было проведено большое количество интервью с экспертами, а также представителями крупных фондов. Ларри Финк на Всемирном собрании инвесторов говорил, что биткоин это лучшее средство для спасения наших денег. И даже в декабре Hashdex и Bitwise запустили рекламу для продвижения своих будущих ETF. И вот эта постоянная шумиха вокруг ETF, которая до сих пор остается на рынке, привела к тому, что в 2023 году биткоин уверенно двигался вверх почти без коррекции. На этом графике мы видим, что во время бычьего рынка у биткоина регулярно наблюдаются откаты как минимум на 25% от локального максимума, причем некоторые из них вообще превышают 50%. Однако самая глубокая коррекция в 2023 году закрылась всего на минус 20% ниже локального пика, что говорит нам о постоянном росте спроса в течение всего года. И упускать такое беспрерывное движение на рынке, которое мы ждали более года, было бы фатальной ошибкой, из-за чего аналитики нашей подписки Coin22 Pro на протяжении всего года следили за рынком 24/7, чтобы все участники заранее получали прибыльные сделки, и под конец года все участники Pro получили отличный подарок в виде прибыльной сделки по биткоину. Ведь когда в начале недели рынок упал, у нас уже были открыты шорты на уровне $43,5 тысячи, а фиксация от 70% прибыли мы начали на локальном дне около $41 800. В 2023 году мы не только предоставили большое количество прибыльных сделок, но и обучили более 1000 новичков, потому что на старте мы предоставляем пошаговое обучение с особым упором на практику. Поэтому если ты желаешь научиться или улучшить свои знания в крипте перед активным 2024 годом, это можно сделать уже сегодня, ведь мы подготовили для вас новогодний подарок, благодаря которому вы можете стать участником Pro по очень хорошей скидке. И все, что для этого нужно, просто написать нам прямо сейчас по ссылке, которую мы оставили для вас в описании. Акция действует только до конца года, поэтому пишите, и наша поддержка ответит на все ваши вопросы. Подводя итоги, вы уже поняли, что ETF полностью сделал этот год, но поскольку мы переходим к разбору важных событий на 2024, то главным из них все равно остается ETF, потому что в первой неделе января SEC озвучит свое решение по нескольким заявкам, включая BlackRock, а учитывая, что SEC уже не может их отклонять, мы должны получить почти гарантированное одобрение. Из последних новостей в этом году, которые касались ETF, является повторная подача ETF-заявки от компании Grayscale, после того, как ее директор Барри Силберт покинул свой пост. Аналитики считают, что это только увеличивает шансы на одобрение. И есть даже версия, что уход Силберта является главным условием SEC, чтобы она одобрила ETF Grayscale. Честно говоря, у меня нет сомнений, что SEC одобрит ETF, особенно после многочисленных встреч с BlackRock и другими компаниями. Сейчас уже все готово к тому, чтобы SEC одобрил ETF в начале января, и это историческое событие, конечно же, положительно повлияет на цену биткоина. Ведь, как я говорил во многих наших роликах, ETF вызовет интерес со стороны институциональных инвесторов, а по словам директора одной из крупнейших бирж для деривативов под названием Derbit, с конца октября наблюдается заметный всплеск активности крупных инвесторов. Вот поэтому нам очень важно уже с первых дней следующего года следить за актуальными новостями, поскольку ETF одобрят в самый неожиданный момент, из-за чего у биткоина есть все шансы, чтобы вырасти минимум на 17% и пробить новый психологический уровень $50 тысяч. Вообще это будет положительное событие для всего рынка крипты, но также январь станет особенным месяцем для эфира, поскольку разработчики анонсировали новое масштабное обновление блокчейна под названием Dencun. Это обновление необходимо для решения главной проблемы в сети, с которой
которой разработчики борются уже не первый год. И это, конечно же, высокие комиссии. Первые тестовые запуски обновления уже будут сделаны 17 января, а вот запуск в основной сети должен состояться в первом квартале 2024 года. После снижения высоких комиссий блокчейн Ethereum привлечет еще больше новых пользователей, которые смогут еще проще и экономичнее создавать свои проекты на эфире. Дополнительно для эфира важным месяцем станет май, поскольку SEC перенесла рассмотрение Ethereum ETF именно на этот месяц. Шансов на одобрение, конечно, меньше, чем у биткоина, но учитывая, как быстро развиваются события на крипторынке, в мае SEC может совершенно по-другому смотреть на данный ETF, поэтому эфир также будет в центре внимания в первом квартале 2024 года. Дополнительно в конце января нас ждет первая встреча ФРС и выступление Джерома Пауэлла. И в первой половине видео я уже сказал, что ФРС скорее всего не будет повышать процентные ставки, поскольку на протяжении всего года инфляция уверенно падала. Но теперь главный вопрос, когда же ФРС сделает первое понижение. По этому поводу мнения у многих аналитиков расходятся, потому что пока одни считают, что ставки останутся на старом уровне минимум до лета, другие заявляют, что первое понижение на 1,5% сделают уже в марте. В любом случае все будет зависеть от данных по безработице и самой инфляции. И если инфляция продолжит падать до целевого уровня ФРС в 2%, первое снижение мы действительно сможем увидеть уже в марте. И для биткоина это станет еще одним катализатором для роста к новым рекордным уровням. Так что заседание ФРС в 2024 году лучше не пропускать. Далее по списку нас ждет историческое событие для биткоина, которое происходит только один раз в 4 года, и это халвинг. Если кто не знает, халвинг — это процесс, когда плата майнерам за добычу биткоина сокращается в 2 раза. За всю историю существования биткоина было проведено 3 халвинга, и следующий, 4-й, должен произойти в апреле. После 4-го халвинга майнеры будут получать не 6,25 биткоина за блок, а в 2 раза меньше, то есть 3,125 тысячных. Вы можете подумать, что после этого майнить станет невыгодно, учитывая, что сложность добычи биткоина постоянно растет. Но халвинг необходим для того, чтобы снизить инфляцию монеты и сократить ее предложение на рынке. А когда сокращается общее количество монет, но при этом спрос остается или даже увеличивается, начинает расти цена. Если посмотреть, как раньше халвинг влиял на биткоин, мы увидим, что до и после каждого халвинга цена биткоина активно росла и пробивала новые исторические максимумы. И учитывая, что запуск ETF в январе будет повышать спрос на биткоин, мы сможем увидеть рост не только до, но и после халвинга. Поэтому если вы сейчас держите биткоин и планируете его продавать, не делайте этого. Подержите как минимум до халвинга, а там сможете часть продать и на ликвидные стейблкоины купить альты. И кстати, в этом видео мы рассказывали, какие альты лучше добавить себе в портфель на следующий год, поэтому обязательно посмотрите. Также недавно появилась информация, что Илон Маск запустит платежные сервисы в приложении X к середине 2024 года. На прошлой неделе в беседе с Кэти Вуд Илон Маск сказал, что платежные услуги будут полностью запущены где-то к середине следующего года, поскольку у него на руках уже есть все лицензии. Но если мы вспомним, что в этом году Маск уже получал лицензию на проведение криптоплатежей, есть высокая вероятность, что на платформе X можно будет пользоваться криптовалютой. А также не стоит забывать, какая любимая криптовалюта Илона Маска. И да, это Dogecoin, который также может быть доступен на платформе X уже в следующем году, так что за Доги мы внимательно будем следить. Вначале я еще хотел сказать, что в 2023 году было большое количество судебных разбирательств, в которых участвовала SEC, а также криптокомпании. SEC судилась с биржей Coinbase, компанией Grayscale и, конечно же, Ripple. Но что самое интересное, SEC проиграл абсолютно всем. Но в 2024 году у Гэри Генслера будет последний шанс доказать свою авторитетность, а именно 17 января, когда пройдет очередное заседание с Coinbase, и 12 февраля, день, когда историческое противостояние Ripple и SEC может закончиться. В эти дни также стоит внимательно следить за движением на рынке, ведь все вопросы, которые касаются регуляции, оказывают на него сильное влияние. Кстати, в следующем году регулирование рынка станет важным вопросом для США, поскольку в феврале должны вынести приговор CZ, а в марте должны озвучить окончательное обвинение Кудрявому Сэму. С Кудрявым все понятно, это пожизненный срок, а вот CZ грозит 18 месяцев тюремного заключения. После краха FTX США активно ужесточают правила регуляции, а за счет того, что на американском рынке будет торговаться ETF, контроль крипты должен быть в 2 раза сильнее. Тем более, что в 2024 пройдут выборы в США, и сейчас Coinbase совместно с Circle, а также фондом Адрес Хоровиц выделили почти $80 миллионов для лоббирования и защиты своих интересов в Капитолии. Поэтому от нового правительства Америки также будет зависеть масштабирование криптоиндустрии. Но если подытожить все, что я сказал ранее, 2024 год будет насыщен большим количеством положительных событий не только для биткоина, но и для рынка альтов. Это действительно может обеспечить рост биткоина выше 70 тысяч, и легенда про 100 тысяч становится все более реальной, особенно если в следующем году обстановка на крипторынке и в экономике США начнет улучшаться более быстрыми темпами. Да, друзья, вот такие важные события 2024 года известны на данный момент, и в принципе до 31 декабря на рынке скорее всего будет тихо, поэтому сейчас можно немного расслабиться, а после небольших новогодних
новогодних праздников возвращаться к работе. От всей команды Coin22 хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать вам всего самого наилучшего. Следующий ролик выйдет уже в январе, поэтому, чтобы его не пропустить, жмите на колокольчик. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ведь там мы продолжаем оставаться на связи даже в новогоднюю ночь. Так что еще раз всех с наступающим, всем удачи, до скорых встреч!